Привет, друзья! Сегодня видео для сладкоежек. Маршмеллоу, приготовленное по этому рецепту, разлетается буквально за пару минут. Готовить его очень просто. Нам понадобится 15 граммов желатина. Это примерно 1 столовая ложка. Его я предварительно уже замочила в 60 граммах воды. 220 граммов сахара, 60 граммов воды и ванилин. В сотейник высыпаю весь сахар. Заливаю водой и добавляю сразу же ванилин. Ставлю будущий сироп вариться на очень медленный огонь. Первое время немного помешиваю лопаткой до растворения сахара. Как только весь сахар растворится, оставляю сироп в покое, а после закипания варю ровно 8 минут. В процессе варки сироп не мешаю, а занимаюсь подготовкой формы. Подходящую форму я застилаю пищевой пленкой, а затем хорошо смазываю растительным маслом. Масло мы смазываем для того, чтобы наш маршмеллоу не прилип к пленке. За 1 минуту до окончания варки сиропа распускаем желатин на паровой бане. Можете воспользоваться микроволновкой. Главное не перегреть желатин. Выливаю желатин в миску, в которой буду взбивать наши зефирки. И начинаю взбивать. Сначала на средних оборотах, потом скорость постепенно наращиваю до максимальной. Как только появилась своеобразная мыльная пена, тонкой струйкой вливаю еще горячий сироп. Постарайтесь вливать сироп так, чтобы он не касался венчиков. После того, как весь сироп добавлен, взбиваю еще 5-6 минут. Все зависит от мощности вашего миксера. Повторюсь, что я взбиваю смесь на самых высоких оборотах. Как только масса вот так начала наматываться на венчики, выключаем миксер. На этом этапе можете подкрасить будущие зефирки. В подготовленную форму выливаем массу для зефира. Разравниваем лопаткой. Старайтесь быстро работать с массой, так как она быстро стабилизируется. Я отложила немного зефирной массы в другой мешок и подкрасила ее, так как решила сделать свои зефирки разноцветными. Прикрываю зефирную массу пищевой пленкой, смазанной растительным маслом. Отправляю форму в холодильник минимум на 3 часа, для того, чтобы будущий зефир стабилизировался. Сахарную пудру и крахмал смешиваю в равных пропорциях. У меня 1 столовая ложка крахмала, добавляю к нему 1 столовую ложку сахарной пудры. Смешиваю все. С помощью ситечка присыпаю поверхность стола, на которой я работаю, смесью сахарной пудры и крахмала. Выкладываю на нее будущий зефир. Убираю пищевую пленку. Сверху также присыпаю смесью крахмала и сахарной пудры. Осталось только нарезать маршмеллоу на нужные нам кусочки. Нарезать можно его при помощи ножа. А можно воспользоваться ножницами. Так даже проще. Кубики маршмеллоу обваливаю тщательно в смеси сахарной пудры и крахмала, чтобы они не слипались. Смотрите, какие они пружинистые, прикольные.
очень напоминают слаймы на ощупь. С помощью ситечка убираем лишний крахмал и сахарную пудру. Можно кушать. Хранятся такие зефирки в закрытой таре при комнатной температуре. Можете их кушать просто так, а можете добавлять какао или кофе. Очень вкусно. Если вам понравился этот рецепт, обязательно поставьте ему лайк, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди еще много интересных рецептов. До скорых встреч!